Всем привет! Меня зовут Ирина, и вы на канале Ирина Кукин. И сегодня я хочу показать вам, как сделать домашнее мороженое без сливок. И этот рецепт вы сможете разнообразить, просто меняя фрукты или ягоды. Я буду использовать 3 разных ягодных пюре, чтобы показать вам разные способы. Это малиновое. Я сделала его сама, протерев малину через сито. Маракуйя. Это готовое пюре, в нем 10% сахара. И клубника. Это тоже готовое пюре, оно также содержит 10% сахара. Все пюре по 300 граммов. Мне нужны 3 продукта, которые будут препятствовать образованию крупных кристаллов льда. И для этого я предварительно замочила желатин 6 граммов. Добавила 35 граммов воды, 30 или 40 не будет преступлением. Размешала и оставила набухать. Отвесила 2 грамма агар-агара, а также смешала 15 граммов кукурузного крахмала и 10 граммов сахара. Сахар можно и не добавлять, это для лучшего размешивания крахмала. В сотейник я вылила пюре маракуйи, берите любое другое, любую смородину, и добавляю к нему крахмал с сахаром. И все это нужно венчиком хорошо размешать. Теперь я перемещаюсь на плиту и на небольшом нагреве довожу пюре до кипения и загустения. Как только пюре стало густеть и закипать, нагрев ставьте на минимум и не просто помешивайте, а интенсивно мешайте. После закипания жду 30 секунд, непрерывно помешивая, и выключаю нагрев. Кипение, когда вы видите пузырьки. Переливаю в холодную посуду. Вы можете этого не делать, можете делать вообще все в одной посуде. Взять достаточно большой сотейник и оставлять в нем. И в это время массу нужно либо помешивать, либо накрыть сверху пищевой пленкой, для того, чтобы она не заветрилась. Для быстрого охлаждения можно поставить в холодную воду или в холодильник. Теперь я довожу до кипения малиновое пюре. Мешать его не нужно. Когда пюре закипело, добавьте в него набухший желатин и хорошо помешайте до полного его растворения. Этому пюре также нужно дать остыть до комнатной температуры. Для ускорения процесса его можно перелить в холодную емкость и опустить в другую с холодной водой. Или можно оставить остывать естественным способом. Периодически его перемешивайте. В клубничное пюре я добавляю агар. Хорошо его размешиваю. Довожу пюре до кипения и провариваю 1 минуту, чтобы агар активировался. Пюре закипело, делаю нагрев чуть меньше, варю 1 минуту. Ну, если получится 2, ничего страшного. И все, выключаю нагрев. За пюре с агаром нужно посматривать, так как агар застывает при 40 градусах. Если пропустите момент, придется еще раз нагреть. В холодную воду его ставить не нужно. Теперь мне нужен лимонный сок в количестве 45-50 граммов. Вы видите, какой монстр. Дальше я беру 600 граммов сгущенного молока. Ну вы же помните, что у меня много мороженого. И добавляю к нему лимонный сок. Мне очень понравилось в некоторых рецептах заменять сливки сгущенным молоком. Оно не взбивается в такую пышную пену, но оно не такое капризное. Мешаете, пока хорошо не размешаете и не увидите, как масса начала густеть. И, кстати, в мороженом со сгущенным молоком не бывает послевкусия масла, как это иногда бывает от домашнего мороженого со сливками. Вот я отвлеклась помыть посуду. Вот я даже не взбивала. Вот такое молоко получается с лимонным соком. И теперь я его взбиваю. Видите, оно становится светлее, пышнее. Конечно, оно никогда не будет таким, как взбитые сливки, но от него это и не требуется. Если пока не нужно, можете поставить его в холодильник, а можете оставить при комнатной температуре. И всегда можете довзбить. Первое пюре, которое я буду смешивать со взбитым молоком, это, конечно, клубничное с агаром. Я вот вижу даже, что оно уже по краю начинает застывать. Хорошо его размешаю. И добавлю к нему 150 граммов сгущенного молока. Обычно я добавляю 200, но это пюре у меня сладкое. Здесь вообще вы должны сами регулировать то, что вы хотите получить на выходе. И промешиваю на небольших оборотах.
Вот с молоком уже видно, что кое-где агар застыл, но это еще совсем немного, можно разбить миксером. Если будете видеть, что застыл больше, нужно будет пюре чуть подогреть. И в конце оборот увеличиваю. Ну вот мне сладости хватает. Если кому-то мало, добавьте еще сгущенного молока. Уезжает в морозильник. Но можете попробовать уже часа через 4 и посмотреть, как оно застыло. Уже схватившееся, но приятно мягкое. Дальше достаю маракуйю. Ее нужно сначала хорошо промешать. И к ней я добавлю 200 граммов сгущенного молока. Уж очень она кислая. Аккуратно перемешаю. Смотрите, какой цвет шикарный. Вообще, мне кажется, что этим способом лучше всего делать такое кислое мороженое. Потому что все-таки сгущенка достаточно сладкая. С малиной я хотела смешать все оставшееся молоко, но решила, что сначала все-таки убавлю 50 граммов и попробую. Вдруг будет излишне сладко. И в оставшееся молоко я буду вливать остывшую малину. Эта масса будет жидкой, потому что желатин схватится только в морозильнике. Для меня сладости достаточно. Но я такой среднеумеренный любитель сладкого. Кто любит послаще, может сгущенку добавить все. Последнее мороженое тоже уезжает в морозильник. Ну, если вы не очень заняты, то можно через час все массы перемешать. Или можно их поставить в мисках в морозильник. Потом перемешать и убрать в контейнеры. Ту-ту! Достаю на следующий день. У меня было время, поэтому я через 1,5 часа его дополнительно промешивала миксером. Ну вот то, которое с агаром. Пока оно в камень. Так, это малина, которая с желатином. Но она как будто бы немного помягче, но тоже довольно хорошо замерзла. Это маракуйя. О, маракуйя даже осталась вот такой мягкой. То есть ее можно есть практически из морозильника. Хорошо, очень вкусно. Так хорошо кисло. По консистенции очень нежная и приятная. Прям как магазинная. Это очень хорошая. Смело рекомендую. Особенно для тех, кто любит кислое. Такой очень яркий, насыщенный вкус. Нечто среднее между классическим мороженым и фруктовым льдом. Теперь малина. Ну, как видите, тоже довольно хорошо можно собрать. То есть не совсем такой камень. Ну, малина хоть и яркая, но после маракуйи она прям кажется нежной. Тоже вкусно. Честно сказать, не знаю, какое лучше. Консистенцию маракуйи немного нежнее, и в малине чуть-чуть чувствуются мелкие такие кристаллы льда. Но, возможно, ей нужно дать немного постоять, минут 10. Вкусно. Ну и теперь клубника. О да, это замерзло хорошо. Но можно брать. Ну, я могу сказать, что, во-первых, самое какое-то скучное по вкусу. Хотя, может, это потому, что после маракуйи и малины они слишком яркие. Если бы я пробовала первое, может быть, было бы по-другому. Но вот в этом с агаром лед наиболее ощутим. Есть кристаллы льда. В общем, мне понравилось меньше всего. Хотя, тоже неплохо. Вот такое домашнее мороженое у меня получилось. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита.